Всех приветствую на канале Меловой. Сегодняшний ролик планировался СМР формат, но пришлось все-таки сделать в формате описания, потому что есть важные новости для вас, это во-первых. Во-вторых, нужно остатки, это всего лишь два вида осталось, которые я еще не описывал. Это новинка по глиномелу и новинка по уральской. Также, соответственно, мы, конечно же, здесь похрустим. Давайте начнем с новости. Скоро у нас стартует 11.11, это черная пятница во всем мире, да? И мы тоже от этого момента не отстаем, поэтому будет скидка 20% на весь ассортимент. Для тех, кто посмотрит ролик внимательно и до конца, будет скидка 25%. Как ее получить, узнаете на протяжении всего ролика, будет информация. Итак, также, что еще из очень такого масштабного планируется, ассортимент не обновлялся примерно год. То есть, конечно, в группе ВКонтакте, да, есть описание полностью всего ассортимента, фотографий, само подробное прям описание каждого товара. Но отдельно у меня всегда в группе закреплен пост со всем ассортиментом. Вот он не обновлялся около года. Вот будет обновление большое в течение нескольких дней. Поэтому все переходите в описание ролика. Там есть ссылка на группу ВКонтакте, на WhatsApp номер телефона. Где кому удобно, оформляйте в общем заказ. А мы переходим к описанию. Итак, начнем мы, пожалуй, с описания глины уральская соленая. Это у нас чипсики такие. У многих продавцов они появились уже очень давно. Решил тоже сделать их в ассортименте. Давайте пробовать. Что я могу сказать? Солинка здесь равномерно идет по всей уральской глине. Она идет довольно такая слабенькая солинка. То есть, ну, не сильно прям соленая. Слабенькая, умеренная солинка. То есть, для меня, человека, который вообще не любит соленые сорта, даже для меня довольно приемлемая. Чипсики в просохшем виде. По структуре это та же самая желтая уральская глина, просто идет с солинкой. По оценке, ну если бы уральская стандартная желтая у меня 9 из 10, то здесь 8,5 из 10, потому что ну, солинка есть, будто бы лучше без нее. Ну, лично для меня, потому что я соленые глины не люблю. Я любителям голубой узбечки, в принципе, любых соленых глин, голубой узбечки, Туркестана зеленого, башкирской соленой, очень даже подойдет. Следующий у нас вот такой вот глиномел в виде шайб и квадратов. По составу. Давайте сначала по названию лучше. Название у него здесь должно быть что-то хрустящее. Давайте сначала лучше я попробую все это, да? И потом, исходя из того, что попробую, подберу название для этого всего. В общем, что здесь по составу? Из остатков, когда я все это замешивал, вот такая вот шайба у меня получилась. Остатки были, а свободных ячеек для глиномелов в виде квадрата или шайбы не было. Я решил, ну все равно, в любом случае, я всегда хрущу своим товаром, делаю для него описание. Вот, кстати, все примерно 300 сортов в ассортименте. На каждый из них я делал описание. И на каждое описание здесь есть ролик в YouTube. Вы можете его посмотреть. Итак, вот такая вот шайба у меня получилась. Самое классное, что в разрезе... Блин, наверное, вам так не видно будет. По составу. Здесь получается 33% это мел, крошка мела крупная и прям такая уже пыль-пыль. 33% это дымка и корешок глины. И 33% уральской. Ну и 1% там куда-то потерялся. В общем, давайте будем пробовать. Почему добавлена именно дымка и корешок? Для того, чтобы она прям хруст хороший держала. Давайте проверим.
вкусу даже интересно получилось. Хруст здесь есть, но знаете, когда вот уже в кашицу эта масса превращается и начинается идти хруст, потому что попадаются вот эти вот кусочки дынки и корешка. Но также немножко похрустывает и уральская глина. Мел здесь практически не хрустит, потому что, во-первых, это очень мелкая крошка была, во-вторых, ну, мел в любом случае растворяется во время всего этого замешивания, а вот именно корешок и дымка, вот она не должна была раствориться, они в принципе и не растворились. По вкусу, на мое удивление, здесь очень такой печной привкус. То есть ни в одном глиномеле, хотя они все делались примерно одинаково, просто составы разные, этого вкуса прям вот такого не было. А здесь отчетливый привкус, вот такой вот печной какой-то, по-другому вот никак не сказать. По многогранности вкуса, ну, меловая крошка с привкусом глины, она такая чуть-чуть ощущается. Вот, допустим, если мы возьмем Астану, да, вот с ее пылью вот этой, там запах прям отчетливой пыли такой стоит, а здесь такого нет. И привкус такой чего-то крошающего, что сказал? Вот когда крошится вот это вот все, ты раскусываешь, и вкус частично уральской, но при этом смешанным с печным вот этим вкусом. А вкуса самого, как по себе дымки и корешка, его будто нету. Вот он растворился вот в этот печной вкус. В общем, по моей оценке, это, наверное, 7 из 10. Ну, я вот так вот считаю. В общем, давайте теперь будем хрустеть мелом. Во-первых, это сейчас был тюменский, довольно неплохой. Во-вторых, название-то я так и не дал. Здесь хороший хруст есть, печной привкус. Ну, пусть будет что-то типа хрустяшка, наверное. Так, я думаю. Так, теперь у нас уральская, голубая-желтая. Если не ошибаюсь, то Акбулак. Итак, по поводу скидки. Как получить скидку 25%? У нас 11.11 в этот раз выпадает не на черную пятницу, а на субботу. Поэтому я думаю, что пусть промокод будет черная суббота. Вот при оформлении заказа просто напишите промокод-черная суббота. И у вас будет скидка не 20%, а 25%. Это что-то типа ватутина было. Прям такой побелочный вкус. Но легковат. Возможно, даже снежок. Что у нас вот это?
печально. То же самое. Какой-то такой ролик получился. Это были прям последние новинки из ассортимента. Дальше, если в ближайшее время у меня новинок не появится, кстати, напишите в комментариях, какие сорта вы вот не видели на моем канале или у меня нет их в ассортименте. Прям интересно просто узнать, какие, может быть, недавно какие-то новинки появились, и их можно заказать. А в крайнем случае дальше будут идти либо ASMR формат роликов, ну, разных, прям вообще чуть ли не всего ассортимента, да, либо можно, в принципе, попробовать перезапустить весь ассортимент на описание, но я думаю, там вообще разница будет другая, потому что чуть ли не каждая поставка ассортимента отличается от предыдущей поставки. Поэтому какой-то такой момент и какой-то такой ролик. В общем, большое спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Всех с наступающей Черной пятницей. И всех жду по скидке за заказами. Когда еще будет возможность купить со скидкой 20% и 25%. В общем, ставьте лайки.